Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Ясмин очень сожалеет о несправедливости по отношению к Харуну и думает, как простить себя. Баран едва спасает Хасана от рук Кудрет-бея. Пока у господина Кудрета нервный срыв и он устраивает беспорядок, к нему приходит Баран и пытается его успокоить. Потом он спрашивает Барана, когда ты это выучил, и он говорит, что только что выучил, и все мои воспоминания мелькают перед глазами. Господин Кудрет, мой сын один, надеюсь, он откроет глаза и помолится, позволь мне обнять моего сына и положить конец нашей тоске, улыбнуться нам в лицо, Боже. Баран обнимает отца и говорит, не волнуйся, он твой сын, он переживет это так же сильно, как и ты. Госпожа Азади очень сожалеет о том, что с ней сделали, и много плачет. Хотя Дилану это не нравится, он пытается ее утешить. Госпожа Сабиха сопровождает его и ведет в свою комнату. Ясмин пытается поговорить с Харуном под предлогом того, что она клиентка. Харун внезапно увлекается Ясмин и начинает улыбаться. Когда он на мгновение вспоминает о ней, его лицо падает. Он пытается помириться с Харуном, делая всю работу, чтобы доставить ему удовольствие, но Харун уходит из ресторана, говоря, что с ним все в порядке, тогда позвольте мне выйти. Джавахир входит в больницу, надевает маску и переодевается врачом, чтобы начать бал-маскарад. Гуль идет к Ферату и умоляет его, пожалуйста, не оставляй меня. В этот самый момент к Ферату присоединился Джавахир. Когда он видит Гуля и Джихана, он говорит себе, какой друг Ферат, они не оставляют его одного ни на минуту. Ясмин планирует загладить свою вину, приготовив любимое блюдо Харуна. Хотя Харун добавляет его в еду, потому что ему нравится немного острое, он смеется, вспоминая, что произошло, когда он добавил горечь в суп сельмы. Дилан читает Коран и молится, чтобы Ферат выздоровел и воссоединился со своим настоящим отцом, братьями и сестрами. Баран снова продолжает думать глубокими мыслями. Пока госпожа Азади продолжает грустить в своей комнате, госпожа Сабиха приходит к ней и пытается ее поддержать. Он никогда не отходит от окна с Гуль-Джихан и Гэжой Кадер, даже на мгновение. Пока Кудрет корчится от боли в сердце, Хасан видит ее такой и стоит там. Когда господин Кудрет замечает его, он в гневе собирается пойти к нему, но дядя Ахмед мешает ему. Когда господин Кудрет сказал дяде Ахмету, «Мне плохо, это не пройдет, не причинив кому-нибудь вреда», дядя Ахмед говорит, «Мой Господь, твой слуга, пока ты терпелив, он вознаграждает тех, кто просит о помощи». Через молитву и молитву. Ясмин накрывает и готовит стол с едой, которую она приготовила для Харуна. Харун говорит, «Молодец», берет тарелку со стола и садится за другой стол. Затем, когда он не выдержал и снова сел перед Ясмин, лицо Ясмин просветлело. Баран готовит еду для Дилана и приносит ее в его комнату. Когда Дилан говорит, «Ты, должно быть, заморачивался, я бы что-нибудь купил», Баран говорит, «Какая проблема накормить мою жену и ребенка несколькими кусочками чего-нибудь?» Дилан не может это съесть, Баран говорит, что я понимаю, но заставь себя немного, мы оба должны быть сильными, мы нужны им для нашей семьи. Дилан, я понимаю, но ему нужен энтузиазм во время еды. Он объясняет, что когда человек, которого ты любишь, был в трудной ситуации, и ты лежал в больнице, это было совсем непросто, и сейчас все по-другому, а Ферат умирает там. Баран говорит, что, возможно, мысль о том, что я никогда больше не смогу обнять брата, меня расстраивает, мне хочется все сжечь. Дилан говорит, что ты прав, ты в очень сложной ситуации, я помню те дни, потому что я так жил, мне было очень плохо. Когда Дилан спрашивает, как мы будем это делать теперь, Баран отвечает, что я не знаю, что мы будем делать и как мы это сделаем. Дилан, я думаю, мы должны сказать Гулю, она драгоценный человек Ферата. Если Гулю узнает, она будет рядом с ним и даст ему силы сражаться. Баран спрашивает, как мы скажем Ферату. Дилан говорит, я уверен, что внутри будут бури, но мне повезло больше, чем ему, у меня были мои братья и отец.
Баран говорит: мне его очень жаль, я был так без ума от Ферата, зачем мне это говорить, теперь я понимаю, насколько он был одинок, насколько он не любил, он годами сталкивался со всеми трудностями, это не будет похоже на с этого момента я не позволю этому случиться. После того, как Дилан сказал, что, возможно, это произошло из-за господина Хасана, когда он подумает о будущем, ему очень повезет, у него будут такие братья, как Сисин, и отец, как господин Кудрет, Баран говорит: хорошо, но давайте сейчас проигнорируем этот вопрос. Съешь свой ужин. Дилан уговаривает Барана поесть при одном условии: ты тоже поешь. Госпожа Сабиха приносит госпоже Азади еду, но она совсем не хочет есть. Пока я пытался уговорить Гэжу Сабиху поесть, когда пришел господин Кудрет, госпожа Сабиха вышла из своей комнаты, чтобы я мог попросить вашего разрешения. Господин Кудрет подходит и садится рядом с Гэжу и Азади. Затем, когда госпожа Азади спросила, как мать могла поступить так со своим ребенком, госпожа Азади ответила: «Я хотела сохранить дом своего ребенка, я думала, что это было правильно, когда я была маленькой, но теперь я сожалею об этом». Когда господин Кудрет спросил: «Вы когда-нибудь видели, сколько боли испытывает госпожа Айтен?» Я ответил: госпожа Азади молода, она забывает и обнимает своих детей, но это никогда не проходит, и она плачет до своего последнего дня. Потому что ее слезы не прекращались. Господин Кудрет: да ладно, вы отдали ему моего сына, по крайней мере, вы могли бы не дать ему отравиться, и уходит. Когда господин Кудрет уходит, госпожа Азади начинает рыдать. Ясмин извиняется перед Хароном и дарит ему подарок. Когда Харон не получил подарок, Ясмин сказала, что ей следовало открыть его и посмотреть. Харон сказал: если ты не беспокоишься, это не праздник, это не Сейран, в конце концов. Затем Ясмин открывает подарок, потому что вы его не открываете, и говорит: какие это красивые четки, просто наберитесь терпения. Харон не говорит: Ясмин, ты не говоришь, хотя бы послушай меня, я знаю, что причинил тебе много боли, я пытаюсь исправить тебя, как могу. Пока Джихан вспоминает свой разговор с Фератом и плачет, Роуз говорит: Ферат проснется, посмотри, ты увидишь, он не оставит нас одних вот так. Конечно, Джихан проснется, и когда ты скажешь, что если он бросит меня, он не бросит тебя, Гуль тоже не бросит тебя. Как Джихан любит тебя, может быть, даже ты не знаешь, знаешь ли ты, что он всегда говорит: смотри, моя роза, у него сердце как бриллиант, даже если этот ребенок сломается, он не сломает меня. Берен кладет голову Дилану на колени, и Дилан ласкает его голову. Он говорит, что я знаю, что Ферат будет жить, но Гуль с ним, как и ты со мной. Берен говорит, что если я сейчас могу быть терпеливым, то только благодаря тебе. Как поживает Дилан Гуль в больнице? Ей очень одиноко. Мне бы хотелось быть с ней. Баран говорит, что она тоже не может завидовать тебе, она слишком много о тебе думает. Дай мне еще немного отдохнуть, а потом я пойду и проверьте ее состояние, есть ли прогресс. Когда Джавахир поворачивается к двери, чтобы войти, Джихан видит его и кричит. Джавахир не может войти и сразу же уходит, как будто он не слышал. Тем временем приходит врач Ферата и сообщает ему, что состояние Ферата улучшается и что они ожидают, что он скоро проснется. Джихан очень доволен Гулем и Гэжой Кадер, и Джихан немедленно звонит Барану и сообщает хорошие новости. Баран сообщает Дилану и Джихану, что мы приедем прямо сейчас, не отходите от Ферата. Все приходят в больницу, и когда госпожа Азади беспокоится о чем-то плохом, Джихан и госпожа Сабиха Дилан разговаривают с ней, чтобы успокоить ее. После того, как Баран говорит, что так ждать действительно тяжелее, он подходит к окну, чтобы посмотреть Ферата, а также приходит господин Джихан и Кудрет. Пока госпожа Азади бормочет, чтобы она сделала, если бы этот ребенок умер до воссоединения со своей семьей, Баран пристально смотрит на нее. Когда господин Кудрет теряет терпение: Джихан, ты нас успокаивал в таких ситуациях, он спрашивает, что с тобой случилось. Он говорит: они сказали, что господин Кудрет проснется, он до сих пор не проснулся.
Господин Кудрет просит у медсестры разрешения войти, и когда Джихан говорит, что очевидно, что мой отец Ферат возьмет его под свою опеку, госпожа Кадер берет это и говорит: конечно, мой сын, дядя, ведь в общем он наполовину отец. Господин Кудрет идет к Ферату и плачет: сынок, оказывается, ты и твои братья прожили эту жизнь неполной в течение многих лет. Баран говорит Джихану и Гулю, что Ферат – их брат, и пока господин Кудрет говорит, Ферат открывает глаза. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.